Всем привет, это Тостер, у нас много интересного о домашней технике, реальные обзоры и тесты. И мы сейчас снимаем VM-видео, это наши партнеры. Давненько мы к ним не приезжали, но все-таки приехали. Почему? Логично, у ребят много всего продается, в смысле бытовой техники, и интернет-магазин огромный, и офлайн-магазины. Кстати, есть магазины, которые работают круглосуточно. Вот захотелось вам в 2 часа ночи стиральную машину купить, вы приехали и купили. В общем, в VM-видео приезжайте, заходите, смотрите, у ребят реально много бытовой техники на разный кошелек. Вот, что касается разного кошелька, об этом, собственно, мы немного сегодня и будем говорить. Прежде всего, конечно, о бытовой технике все-таки, а именно о стиральных машинах. В этом видео 3 стиральных машины, про которые, можно сказать, что это почти импортозамещение. Да, ребята? Во всяком случае, все 3 модели производятся в России. Конечно, там разная степень локализации по деталям и так далее, но все равно это российские заводы, и это вы можете купить вот в любой момент, там, в том же видео, например. Ссылки все на модели из этого видео в подписи внизу. Так вот, 3 машины стиральных, которые производятся в России, и мы еще выбирали не очень дорогие модели, прям вообще не очень дорогие модели, доступные, скажем так, широким массам. Итак, первая модель в нашем обзоре — это вот эта малютка Candy Aquamatic. Их серию я ее очень люблю, потому что вот эти маленькие машинки мне еще за дизайн они очень нравятся. Он такой, как-то привлекает, да, вот такие ассоциации немного с мини-купер у меня. Не совсем, конечно, здесь мини-купер или там Fiat какой-нибудь, да, итальянский, но все равно есть какие-то черты такие. В общем, круто. И эта модель тоже производится в России. Смотрите, она встает под раковину. Я думаю, что многие поняли уже, под раковину, потому что высота у нее 70 сантиметров, и вот это все помещается. Можно, конечно, ее и на кухню куда-нибудь поставить, там, вот, в мебельный профиль и так далее. Вариантов на самом деле много, но в целом вот эти модели, они, конечно, делались, чтобы их поставить под раковину. Есть специальные раковины, это все, в общем, несложно найти. И что касается ширины, то это 43 сантиметра вот здесь. То есть, в принципе, это такой классический узкий формат, но здесь стоит помнить, что всегда ширина — это корпус. То есть немножко у вас здесь будут шланги где-то выпирать сзади. И понятно, что впереди здесь люк открывается и так далее. По загрузке такие машины — это 4 килограмма. Как вам сказать, если говорить о футболочках всяких там Пола и так далее, и там рубашечках, то, конечно, 4 килограмма — это не так уж мало. А если про одеяло, то там уже соу-соу, про большое такое объемное. Здесь, смотрите, здесь, поскольку сама стиральная машина довольно миниатюрная, и люк загрузочный, он, вот его диаметр, не огромный, да, если вот сравнить вот с этим люком, здесь он гораздо больше, да, то есть здесь, конечно, поменьше. Ничего страшного, уж как-нибудь, да, как-нибудь можно ее загрузить. Еще раз повторю, 4 килограмма. И давайте посмотрим, что здесь есть в смысле стирки, да, в контексте. А здесь, на самом деле, несмотря на базовый набор программ такой, здесь есть все нужное для стирки, реально. Вот смотрите, здесь есть хлопковые циклы. Я не очень люблю вот эту историю, когда температура выбирается вот одной крутилкой, да, одним регулятором, а не вот отдельно под каждый цикл. Но вот так сделали ребята, и в принципе норм. То есть вы выбираете температуру либо для хлопковых вещей, либо для смешанных тканей. Это цикл, который, я думаю, вы будете использовать наиболее часто. И опять же, выбор температуры здесь есть. И тут же можно и синтетику стирать, да, на одном из этих циклов. Дальше, деликатные циклы — это для шерсти, вот для таких тканей, которые требуют, так, максимально бережного ухода. И, что самое крутое, на мой взгляд, именно вот в этой машине, это 3 быстрых цикла. То есть часовой за 30 минут и за 14. Вот пришли из спортзала, форму постирать, полчасика, все у вас готово. Вот реально, вроде бы немного программ, нет такого огромного вот набора, там что-то там детские вещи, еще что-то, джинсы, да. А на самом деле есть все необходимое, и можно подобрать цикл под практически любые нужды стирки, назовем это так. Здесь есть кнопка против аллергии, но на самом деле это просто дополнительные полоскания. То есть вы можете добавить к определенным циклам стирки дополнительные полоскания, чтобы у вас вымывалось полностью моющее средство, если кто-то опасается, что вот в обычных циклах оно не уходит все. И вообще иногда вещи, они, скажем так, вот у них не выстирывается что-то, какие-то остаются там волокна и так далее. Вот это тоже в процессе дополнительного полоскания оно может уходить. Так что, в общем, вполне себе полезная функция. Холодная вода, это стирка, собственно, в холодной воде, если хочется,
захочется, если вы понимаете, что вам нужно стирать именно в холодной воде. Я, честно говоря, такой истории не доверяю, но это не значит, что в холодной воде ничего не отстирывается. Отстирывается еще как. Есть здесь, кстати, отсрочка старта, кнопка «Отложенный старт», то есть вы, например, можете стирать ночью, когда дешевле электричество. То есть, понимаете, да, ничего нового я в контексте стиральных машин не рассказываю, но все необходимое, все базовые возможности в этой такой миниатюрной стиральной машине есть. Такая история с этой стиральной машиной. Еще раз напомню, это формат под раковину для маленькой ванной комнаты, где мало места, для маленькой квартиры, студио. Сейчас такие форматы очень популярны, особенно в крупных городах. Может быть, для тех, кто мало стирает, но не потому, что там кто-то грязнули, а потому что живет человек один, там холостяк, и не очень много вещей стирается. Вот тоже хороший такой формат. Но 4 килограмма и вот одеяла большие, там шторы вы, конечно, не постираете. Канди, такая малютка, Канди Акваматик в нашем обзоре стиральных машин, которые стоят не космических денег и которые произведены в России. А дальше из Кирова, где производится вот первая модель Канди, мы перемещаемся немного западнее и южнее, в Липецк. Собственно, в Липецке производится вот эта стиральная машина Indesit. Был я на этом заводе, кстати, как-то. И что про нее? Ну, во-первых, это уже такой привычный формат узкой стиральной машины. Да, это вот не маленького роста машина, не 70 сантиметров, а привычного. Здесь 42,5 по глубине. Напомню, опять же, что это вот именно по корпусу, потому что там есть еще шланги, здесь есть люк и так далее. То есть немножко нужно вот это учитывать тоже при планировании, при покупке. Дальше, ну, рассказываю про нее. Здесь, кстати, есть такой момент, что машина контролирует степень загрузки, то есть это автовзвешивание. Как это работает вот в таких стиральных машинах? Ну, все довольно просто. Здесь контроль того, сколько воды изначально поступило в стиральную машину и сколько в итоге оказалось в баке, да, ну, потому что часть воды, она же впитывается вещами. И вот эта вот впитываемость, она учитывается, и на основе этих данных вот делаются выводы машины о загрузке. Там, конечно, есть некоторые погрешности, да, вот при таком методе, но все равно в целом это работает нормально, так что за автовзвешивание зачет. То, за что я люблю машины Indesit, это за то, что ребята додумались до такой простой вещи, как вот такая синяя кнопка. Это называется Push and Wash, и смысл в том, что это программа для стирки хлопка и синтетики за 45 минут. Конечно, это не полная загрузка, а она здесь, кстати, 6 килограммов, вот если по максимуму брать, да. Здесь не полная загрузка на этой программе, но зато вы просто положили вещи, закрыли люк и запускаете в эту программу просто одним нажатием кнопки. Это реально удобно, это такой повседневный явно цикл достаточно быстрой стирки. Так что это мне тоже нравится. Но в принципе здесь много разных программ, их побольше, чем вот в той Канди, о которой мы говорили, да, но там свой формат, так что это не минус для нее. И смотрите, здесь разделили вот так программное меню на такие ежедневные экономичные циклы, на стандартные циклы и плюс набор специальных программ. Но в принципе удобно. Вы смотрите здесь и все, и выбираете программы. Да? Из того, что я бы здесь выделил, это быстрый короткий цикл, часто он нужен. Это достаточно много таких бережных циклов для деликатных тканей есть, да, там для цветных, для синтетики тоже, плюс вот для шерсти. Вот эти моменты тоже предусмотрены, и это хорошо на самом деле, потому что, ну, вы не думаете вот о том, а какие бы мне настройки сделать. Раз, просто выбрали программу и все. Внутри программы можно изменять температуру, внутри там большинства программ, так что в этом смысле тоже все норм. Можно вообще стирать в холодной воде, если вам хочется стирать в холодной воде, там электричество сэкономить или что-то такое. Ну, в общем, этот момент тоже продуман. Что еще я бы сказал об этой стиральной машине? Здесь можно выбрать тип загрязнения вещей, но вот поставили вы пятно какое-нибудь там от еды, например, да, или от земли, от травы, и вот это все можно выбрать. И дальше, когда вы выбираете это, дальше у вас уже стиральная машина таким образом оптимизирует цикл стирки. Это там температурные оптимизации такие, чтобы, ну, вот с максимальной эффективностью отстирывать именно вот эти типы загрязнений. Там смысл в том, что в районе 40 градусов немножко колеблется температура, чуть ниже 40 градусов, и вот при этой температуре моющее средство максимально эффективно. Вот те энзимы, которые в порошке, например, в стиральном, они максимально эффективно работают именно при этих температурах и отстирывают именно вот эти типы пятен загрязнений.
Так что вот этот момент тоже здесь есть, продуман, и это неплохо для стиральной машины, ну, достаточно такого базового тоже уровня. Итак, 6 килограммов загрузка, отжим, кстати, 1000 оборотов, ну и нормально, и не нужно больше для большинства вещей. По поводу загрузки еще к этому вернусь. Ну, как я уже говорил, футболочки, там полотенца и так далее, этого всего много помещается. А если вещи более крупные, ну, здесь, конечно, уже с этим может быть сложнее, хотя в целом, ну, такой достаточно большой барабан, и, в общем, можно что-то поместить. А вот основные вещи об этой стиральной машине. Напомню, тоже сделано в России, в Липецке. И пишите ваше мнение о ней в комментариях. Ну и вообще о своем опыте рассказывайте использование стиральных машин тех брендов, которые есть в этом видео. Так, ну и дальше, если двигаться по карте России, то перемещаемся из индезитовского Липецка в Бекошный Киржач, скажем так. Кстати, мы были в Киржаче на этом заводе, есть видео у нас с этого завода, в подписи к этому видео оставим, посмотреть, там интересно, как все происходит на заводе Беко. Вот эта стиральная машина, это тоже узкий формат, да, то есть это не 60 сантиметров глубина, в районе 45, и загрузка здесь до 6,5 килограммов. Ну, что касается загрузки, то, еще раз повторю, производитель любит баловаться вот загрузкой. То так напишут, то это напишут. Но на самом деле все, конечно, проверяется реальной эксплуатацией. Как тут, какие вещи вот именно вы стираете, насколько вам вот комфортно стирать и какая в итоге эффективность стирки, да? Так, смотрите, что здесь интересного в этой модели. Ну, вы заметили, что в отличие от индезита, здесь вот панель управления такая более традиционная, то есть здесь вот эта крутилка, и вот все программы, они расписаны вокруг нее, то есть не нужно дополнительно сюда еще смотреть, да, чтобы включить программу. Мне вот такой момент видится удобнее. Сейчас, конечно, в комментариях будут стебать, что типа, ну что ты, чувак, рассказываешь, блин, вот как здесь написано или как там написано. Ребят, да, это мелочи, но это мелочи, которые вот делают использование бытовой техники либо удобнее, либо неудобнее. Вот мне вот так удобнее, когда вокруг расписаны все программы. А как вам, напишите в комментариях. Так, здесь, кстати, есть такая история, как предварительное замачивание. Да? Этого нет ни у Канзи, ни у Индезит. Ну, это не значит, что у них вообще нет, да? В других моделях, может быть, есть, но не может быть, а точно. Но вот в тех, которые у нас в обзоре, нет. А замачивание, оно бывает нужно, когда, ну, такие весьма грязные вещи какие-то, да, чтобы загрязнения отошли. Замачивание иногда пригодится к определенным программам, его можно добавить. Еще одно заметное отличие от двух предыдущих моделей — это наличие паровых циклов. Здесь 3 паровых цикла. Для рубашек и в режиме антиаллергия пар добавляется в конце, то есть рубашки там расправляются, меньше складок. Ну а что касается цикла антиаллергия, то такая дополнительная финальная паровая обработка. Ну, понятно, что вот различные аллергены, там остатки моющих средств, это все растворяется, удаляется, ну и в этом смысле становится лучше, видимо, вещам, ну и нам с вами, особенно если мы с вами аллергики. А вот что касается программы Пух, здесь тоже пар есть, но он в начале цикла таким образом, ну, скажем так, размягчаются какие-то загрязнения на вещах, да, их легче удалить. Ну, вот так решили сделать ребята из Беко. Пишите в комментариях, насколько вам помогает пар в стиральной машине, пользуетесь ли вы паровыми циклами, это интересно. Так, ну, дальше в целом набор программ вполне себе такой понятный, базовый. Есть экспресс-цикл, вот за 28 минут можно все постирать при температуре 30 градусов. Ну, понятно, что здесь не полная загрузка будет. И температуру, кстати, можно менять и даже до 90, то есть в этом цикле до 90 градусов, но тогда у вас и время цикла тоже увеличится, потому что там часть времени на нагрев тратится, ну и так далее, уже 1,5 часа. А если 60 градусов, то уже меньше часа. Ну, в общем, очень даже гуд такой цикл, мне нравится. Есть режим для смешанных тканей, деликатные режимы, вот бережная стирка. Есть для джинсов, для темных вещей, для спортивных. Опять же, деликатный цикл для нижнего белья. В общем, все необходимое есть в этом плане. Да, режим синтетика тоже предусмотрен. Так что достаточно удобно вот выбирать, и на все случаи стирки, что называется, есть программы. Здесь есть индикация цикла стирки. Ну, в принципе, она и у Индезита была на дисплее. Здесь такая световая индикация, да, тоже рядом с дисплеем. Есть возможность добавлять, да, дополнительно полоскание, то есть к циклу стирки.
чтобы выполаскивалось все лучше для тех, кто вот не доверяют обычному количеству полосканий. И еще я бы отметил кнопку «Быстрая стирка». То есть стирка ускоряется, если вам нужно. Да, вы выбираете любую программу, вот тот же хлопок вы выбираете, у вас вот в обычном режиме стирка почти 3 часа занимает. Если мы жмем кнопку «Быстрая стирка», то это час. Но понятно, что будет другая интенсивность стирки, и при этом, конечно, я бы рекомендовал снизить загрузку. То есть, если вы хотите постирать быстрее, загружайте, кладите меньше вещей, чтобы, собственно, эффективность стирки не снижалась. Ну вот, пожалуй, самое главное об этой стиральной машине Beko. Напомню, производится в России, тоже узкая модель и тоже, как и две других машины в нашем обзоре, не слишком дорогая. Итак, это были 3 интересных модели стиральных машин, узких стиральных машин за не космические деньги, но не слишком они дорогие. И к тому же все эти 3 стиральные машины производятся в России. Это не российские бренды, как вы успели заметить, но заводы в России, достаточно высокая степень локализации производства. Да? Вот именно это мы хотели показать, то, что сейчас доступно в магазинах. В частности, мы прогулялись по одному из магазинов M-Video. Какое у меня мнение об этих стиральных машинах? Ну, конечно, это базовые модели, но это не значит, что они плохие. Вот вообще не значит. Они при правильной эксплуатации также норм прослужат. В принципе, там у всех заявлен срок службы в районе 10 лет. Ну, если будете обращаться норм, то точно там 8-10 лет они вполне прослужат. У меня есть опыт тоже использования недорогой стиральной машины. Нормально все работает. Повторюсь, опять же, при правильной эксплуатации. Не перегружайте, ничего такого ненужного не делайте с стиральной машиной, и все у вас будет нормально работать. Напишите в комментариях, кстати, ваше мнение. Может, у кого-то есть уже какая-то модель из этого видео, или вообще рассказывайте о вашем опыте использования стиральных машин. Кому эти модели, вот именно эти из видео, пригодятся? Ну, тем, у кого маленькие квартиры, особенно первая модель Candy, где вот мало места, да, маленькая ванная, квартира-студио и так далее. Тем, кто, может быть, не слишком много стирает, потому что все-таки узкие модели, там загрузка поменьше, да, если у вас семья с детьми, там много стирки, я бы все-таки рекомендовал более вместительную модель, полноразмерную, если есть место. И как мне кажется, ввиду того, что это модели недорогие, но все базовые возможности вот по стирке у них есть, у Beko даже пар предусмотрен, то это хороший вариант для тех, кто собирается покупать стиральную машину в квартиру, которую будет сдавать в аренду. Да? Вот для арендодателей тоже это хорошие варианты. Это канал Тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсации, мы просто рассказываем о том, как она реально работает. Подписывайтесь, лайк, шер и делитесь этим видео с тем, кому нужна такая недорогая, нормальная, базовая стиральная машина. До новых обзоров и тестов.